Слышь, ты, Голги, что делаешь, а? Они с Индии. Это не имеет никакого значения. Я рад вас приветствовать на сегодняшней прекрасной лекции. И она посвящается детям Индиго. Они воплотились на нашей планете Земля. Они могут быть разрушителями, жесткими. Что человек будет смотреть: о, деспот какой-то, о, Моргенштерн пришел. О, ты гляди. Баста. Карапузики. Алла Пугачева пошла. Галкин. Любовь. Также эти дети Индиго, они разрушают этот мир. Ну, точнее, это энергия. Это не является, что ребенок какой-то с молотком ходит все крошить. Нет. Это энергии, которые входят в человека. И они этим человеком управляют. Рушится мир, потому что невозможно построить что-то новое, не разрушивши старое. Как наши бабушки говорят: вот мы жили в таком мире. Потом наши мамы: а мы живем в таком. Бабушка говорит: а вы неправильно живете. Мамы смотрят на нас там, они тоже в шоке, думают: технологии тут. Все кружится, вертится, бэм-бэм-бэм-бэм, пальчиками все играют. Мир компьютерный стал. И мы благодаря этому можем постигать и входить в новую игру. Нашу игру обновляют. Был старый Mortal Kombat, стал новый. Больше фаталити, больше убийств, больше страданий. Это обновление. К чему оно приведет? Не надо этого ждать. Тогда вас уже не будет. Живите сейчас. Наблюдайте это. Если вы созидающий человек, созидайте. Если вы убийца, убивайте. Не парьтесь. Я шучу. Никого не убивайте. Я никого никуда не призываю. Но вы смысл поняли. Каждый занимайтесь своими вещами, хотя вы этим и занимаетесь. Но это можно все наблюдать осознанно. Осознанный человек убивать не будет. Он будет наблюдать. Человек пришел в кинотеатр. Не побоюсь этого слова, это такая энергия божественная. Она наблюдает тебя в человеке. И она понимает: блин, вот, я нахожусь в игре. Я есть Творец. Но это в каждом из вас. Абсолютно в каждом. Но вы этого многие еще пока не знаете. Но благодаря мне и многим прекрасным людям на планете Земля, которые сейчас есть, таких много очень, и Садгуру, и есть Артур Сита, и Ошо, это все люди осознанные. И сейчас очень много молодых, Саламат, но у него тоже там специфическое, когда рассказывать, я думаю, что там. Я их всех уважаю, они все прекрасные. Я их тоже смотрю периодически и восхищаюсь, потому что это ты наблюдаешь этих детей Индиго. Вот они. Они уже выросли. И ваши дети. Но сейчас с каждым годом все больше. Но если ребенок вышивает, это не значит, что он плохой. Это просто его задача вышивать. Не надо всем быть богами на этой земле. Не надо быть. Он пришел пережить определенные вещи, которые связаны с вязанием. Он, она, оно. Неважно. Также дискриминация среди полов. Хотите, принимайте, хотите, не... Но оно есть. И не в ваших силах это убрать, поймите. Это уже есть воплощение. Фильм создан. Противоречия закрывают вам знания. Вот фильм создали, вы смотрите, да? Определенный, такой восхитительный, такой. Там ты... Звездные войны, но я их не смотрел. Что я смотрел? Какой-то экшен. И человек сидит, протестует: вот мне не нравится вот тот. То меньшинство, то большинство. Это фильм уже готовый. Все. Тут надо просто смотреть. Тут не надо его корректировать наблюдателем. Ты сидишь в театре. Вот театр вокруг тебя везде. Так как я артист больших и малых театров, я это понимаю. Надеюсь. Завтра новые знания открываются. Мне кажется, что я сегодня понимал, а завтра, оказывается,
Все становится по-другому. Понимаю совсем по-другому. Вот эти дети индиго, они разрушители старых идей. И переходят они в новые идеи. Хорошие они, плохие, не имеет значения. Они будут. Задача каждого человека наблюдать эти действия, которые будут происходить. Скажите, войны. Да будут, да, на земле будут они постоянно. Постоянно. Потому что будут приходить те люди, которые должны пережить войну. Это тоже эмоции. Они пережили, набрали эмоции, бух, и улетели. Но почему осознанность прекрасна? Нет страха смерти. Когда человек осознанный, он может и готов уйти в любую секунду. У него в голове нету этих зацикленностей. Все, мамы, папы, там дедушки. Это естественная энергия. Это знаете, как, хотел сказать, сексом заниматься. Ну да, что-то такое, это естественно. Соответственно, нельзя противоречить этому. Ну, за секс мы поговорим позже. У нас будет тоже интересный ролик. Что такое секс и как накопить энергии. Чтобы она вам давала радость жизни. Радость, но не угнетение. Это я так перезагружаюсь. Это будет моя фишка. Я надеюсь назвать им канал. На корабле, когда я работал, в одном шоу я был клоуном. И я должен был говорить слово ой-ой-ой и больше ничего. У меня был микрофон так же само. Страшно с микрофоном. Я думал, клоуны это легко. Нет. Это очень тяжело. Вернемся к детям индиго. А может быть, и я ребенок индиго. А может быть, и ты ребенок индиго. Ты должен только это понять и осознать, что ты он и есть. Ты можешь пустить в свою душу эти энергии, и ты становишься ребенком индиго. Индиго, они не противоречат естественности, жизни. Они ее принимают, они строят свое что-то. Они пытаются новые стили придумать, новые хайпы, вайпы, мумпы, файпы. Энергии индиго. Они должны вселиться в вас. Лично вас. И проснуться в вас. Вас. Как грузин заговорил. А ты еще как? Куда проснуться? Дорогие мои, когда эти энергии в вас проснутся, вы сможете более качественно выполнять каждый свою задачу, каждый свою работу. Неважно, где вы находитесь, что вы делаете или куда вы хотите начать ехать, путешествовать, любое занятие. Человек, когда пробудился, он выполняет очень качественно свою работу, с уважением. Потому что эта работа становится игрой. Он понимает, я этим занимаюсь. Почему мне это не сделать качественно? Подметаю я, танцую. Ты слышь, что, ты как? Юмор. Забиваю. Учу уроки. Блин, я этого не понимал, когда уроки надо учить. Там бы, если проснулись эти знания, наверное, начал учить. Уроки. Это все осознанный человек индиго старается воплотить в жизнь. Качественно. Любую работу. И если человек, не хочу никого обидеть, но это истина. Если человек делает некачественно любую работу, он спит. Не спид, а спит. Спит. И это тоже неплохо. Спать прекрасно. Но придет время, человеку надо пробуждаться. Человек, когда пробуждается, он может увидеть свет. Когда мы спим, мы находимся своего рода во тьме, потому что нас не существует в реальном. Мы открываем солнышко, свет. Но в первую очередь
они должны проснуться. Тогда они более четче и яснее будут понимать свои задачи. Зачем они сюда пришли. Каждый индивидуально. И вы лично, я уверен. Но это видео может посмотреть много моих друзей также. Надеюсь. Я вас люблю. Всех. И родственников, знакомых, близких. Люблю, уважаю. Всех без исключения. Всем не могу писать, рассказывать. Вот выбрал новый формат. И буду так общаться со многими людьми. Жаль, что не на английском. Но может, когда-то и начну на английском. Slowly, step by step. Ох, какой я умный. Погладить себе можно. Скажи, покажи, скажи.